Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать, что это такое, в описании есть ссылка на видео. Обязательно переходите и посмотрите. А сегодня в рамках более подробного знакомства с аспектами природно-ориентированной психологии и психотерапии поговорим об идее и целях создания мобильного приложения для природно-ориентированной психологии и психотерапии. Вкратце я напомню, что природно-ориентированная психология и психотерапия – это не медицинская индивидуально настраиваемая система психологической помощи, которую я создал. Данную систему можно использовать самостоятельно, то есть без обязательного присутствия специалиста. Проведя 5-летнее исследование эффективности природно-ориентированной психологии и психотерапии, кстати, ссылка на которое тоже есть в описании к видео, мне пришла в голову вполне логичная идея – создать мобильное приложение, чтобы система помощи была удобно упакованной и ей могло пользоваться как можно больше людей. Аналогов такому приложению нет вот ровно потому, что ни одна из существующих систем психологической помощи не предполагает самостоятельного использования. Везде обязательно нужен психолог как посредник. А значит, мобильное приложение в таком случае попросту бессмысленно и может представлять из себя разве что электронную библиотеку. Создание системы психологической помощи, которую можно использовать без специалиста, повышает уровень абстракции технологии, делая ее более простой, доступной и, что немаловажно, дешевой. Уровень абстракции технологий – это возможность потребителя пользоваться какой-либо технологией без специальных знаний о ней. И чем выше уровень абстракции, тем, конечно же, лучше. Вот, например, смартфоны имеют очень высокий уровень абстракции, потому что ими может пользоваться буквально каждый, при этом ничего не зная о том, как смартфон устроен на уровне железа и софта. У систем же психологической помощи максимально низкий уровень абстракции. Они сложные, основанные на громоздких теориях, которые еще и часто противоречат друг другу. Плюс для использования этих систем обязателен посредник в виде психолога. Это делает психотерапию как вид технологии дорогой, длительной и маловостребованной. Однако текущая малая востребованность не означает малый потенциальный объем рынка. Наоборот, объем рынка колоссальный. Психологическое здоровье есть у каждого, а это значит, что и психологическая помощь в том или ином виде и объеме тоже может понадобиться каждому. И если предложить людям доступную в понимании, удобно упакованную и недорогую систему для самостоятельной коррекции и профилактики своего психологического здоровья, можно сформировать большой спрос. Создание мобильного приложения для природно-ориентированной психологии и психотерапии выгодно и полезно всем. Как оно может выглядеть изнутри? Общая логика примерно следующая. Первое. Открывая приложение, человек проходит небольшой опросник, который кратко собирает информацию об актуальной проблематике. Далее человеку выдается готовый алгоритм действий, то есть набор техник, практик и процедур, которые именно ему нужно будет выполнять. Третье. Переходя к каждой технике или практике, человек сможет увидеть подробное описание того, что и как нужно делать, с какой периодичностью и как фиксировать результат. Для фиксации результатов в приложении может быть специальный раздел с индивидуальным расписанием, которое человек составляет для себя, и способы фиксации терапевтического процесса или результатов в виде возможности хранить под паролем, конечно, видео, аудио, фото или текстовые заметки человека. Другой возможностью является добровольное создание пользователями приложений закрытых чат-групп для обмена опытом или поддержки друг друга. В плане финансовой выгоды для потребителей все очевидно. Приложение приобретается либо разовое, либо по подписке, но его стоимость в любом случае будет несоизмеримо ниже, нежели постоянная оплата работы со специалистом. Средняя стоимость 1 часа работы психолога в США составляет около $100, а длительность психологической работы составляет приблизительно год, 50-60 часов и более. Итоговые затраты измеряются тысячами долларов, иногда десятками тысяч, тогда как использование приложения будет стоить несколько десятков долларов, может быть пару сотен долларов в год. Я привел пример США.
Потому что, разумеется, создавать и запускать такое приложение необходимо прежде всего для рынка США и Европы. Российский рынок может восприниматься лишь как вторичный. У меня есть, кстати, уже общее понимание, в каких сегментах рынка можно продвигать приложение более точечно. И вот сейчас я ищу партнеров для создания и запуска приложения. И если вас заинтересовала эта идея или хотите задать мне какие-либо уточняющие вопросы, контакты для связи со мной есть в описании к видео. Ну а я благодарю всех, кто досмотрел меня до конца, желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи.